Сегодня очень хороший солнечный денек. Я решил немножко прогуляться в одном небольшом, но очень симпатичном городке по названию Стеллаком. Хочу показать, какой здесь вид и насколько это все прекрасно выглядит. В общем, здесь у нас залив, мост вдалеке, который сейчас не сильно видно. И если вы видите на горизонте горы, это Олимпик, национальный парк. Красивое место. Там находится дождевой лес, зайчики. Классно. Какие-то балбесы ездят на своей пердящей машине. Прикольно. Мне нравится этот городок, он такой достаточно спокойный. Основан в 1854 году. Да. Какой чудесный день. Солнце светит. И, естественно, здесь, как и в любом таком городке, есть паром. Так. Немножко плавает камера. О, все цветет. Да, вот такая весна в нашем северном штате Вашингтон. И вот такая погода. Если честно, жалею, что очки не взял. Слепит очень сильно. Вчера была Страстная пятница. Завтра Пасха. А у некоторых из вас, скорее всего, она уже наступила. Потому как живем в разных часовых поясах. Вот. Тоже эти дни размышляю о жертве Иисуса, о том, насколько нужно было Богу нас полюбить, чтобы принять такое решение, отдать жизнь за наши грехи. И тут же снова мысли происходят о том, что, к сожалению, многие просто обесценивают эту жертву, отрицая, что Иисус является полноценным Богом, стопроцентным, так же, как Он является стопроцентным человеком. Такое ощущение, что есть непонимание у людей, что если бы Иисус не был на 100% Богом, то, соответственно, Его жертва, она бы просто не имела никакой... это была бы недостаточная жертва, чтобы искупить все человечество, чтобы действительно покрыть грех всех миллиардов людей, всех поколений, которые жили и которые придут до момента, когда Христос вернется. И, честно говоря, удивляет то, насколько люди, чтобы доказать, что Иисус — это всего лишь человек, который в какой-то степени наделен божественной силой, но все же человек, они просто берут и начинают вырывать из Библии стихи, просто лишая
то послание, которое в этих стихах заложено, лишая контекста. Есть интересное видео в интернете, там один мужчина, он просто нарисовал схему, то есть нарисована линия временная, на которой были написаны различные книги Ветхого и Нового Завета. И он проводит связи параллельные между всеми этими книгами. То есть, когда люди просто начинают понимать, что Библия — это не просто какая-то последовательная книга, которую надо читать последовательно, и будет сюжет просто развиваться. Но Библия — это книга, которая просто постоянно ссылается сама на себя. То есть Ветхий Завет, там очень много отсылок на Новый Завет. В Новом Завете, соответственно, очень много отсылок на Ветхий Завет. И когда некоторые начинают утверждать, что Иисус пришел, чтобы упразднить Ветхий Завет, да, то есть отменить, как говорят они, но он сам говорит, что я пришел не отменить, но исполнить. Единственное, что Иисус сделал, это он все те заповеди, которые дал Моисей, ну и помимо этих заповедей там еще огромное количество каких-то вещей, которые иудеи, по-моему, до сих пор пытаются исполнять, а это сотни и сотни правил. Иисус просто все это упаковал в две самые простейшие, самые глубочайшие и самые важные заповеди. Возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего. И когда до людей начинает доходить вся глубина этого послания, да, когда ты начинаешь понимать, что, как со стороны звучит как какой-то бред. В смысле, люби Бога и люби человека, там, ближних. И чё? А как же там, чё? То есть грешить можно, все, да? Нет, речь-то совсем о другом идет. Это вот мы возвращаемся к некоторым темам, которые я уже поднимал в своих видео. То есть основная тема, к которой мы возвращаемся, это то, что если я кого-то люблю, по-настоящему люблю, то я никогда не захочу тому, кого я люблю, причинить вред. И тем более причинить боль. То есть я никогда не захочу, чтобы тот, кого я люблю, чтобы из-за меня ему было больно. Неважно, это Бог, это человек, совершенно неважно. То есть Иисус, Он настолько гениально все это упростил, чтобы не нужно было запоминать весь этот миллион сводов, но имея понимание любви, чтобы можно было, просто основываясь на этом, исполнить весь закон. И даже более того. Потому что эти две заповеди, на самом деле, они имеют такую глубину, которую не всякий может понимать. Но когда это понимание приходит, тогда, я думаю, очень многие вопросы автоматически отпадают. Так, сейчас покажу вам. Вот здесь въезд на паром. Там автомобили ждут. Вот так вот выглядит. Здесь парковочка. Сейчас попробую там к краю подойти, насколько это можно. Тут еще и железная дорога, где поезда ходят. Вот. А возвращаясь к теме, просто я как-то не могу у себя в голове уложить, как можно верить в одно, то есть как можно верить в Бога, но при этом сущность Бога отрицать. Как можно признавать
Бога Отца, но Сына упразднять настолько, что он якобы совершенно, ну, скажем так, не настолько важен, что ли. То есть, ну, хотя есть учения, которые очень красиво выворачивают все. То есть они говорят, да, Иисус очень важен, и если нет Иисуса, то нет ничего. Без Иисуса ничего невозможно. Только через Иисуса мы спасаемся, но Иисус все равно не Бог. И у меня сразу возникает вопрос. Если Иисус не Бог, то каким образом его жертва имеет такой вес? Мы сейчас можем пойти опять выдергивать стихи из Библии и кидаться ими друг в друга. Но я уверен, что таким образом просто каждый из нас выскажет свои убеждения, но вряд ли мы сможем друг друга переубедить или хотя бы как-то повлиять на наше восприятие того, что происходит. Интересно здесь. И сейчас, когда мы пришли вот к этому событию, к Пасхе, к тому самому дню, когда кровь была пролита за нас, кровь Агнца, которая просто не имеет ценности, потому что, ну, это на самом деле величайшая жертва в истории, когда тот, о ком Библия четко говорит, кто не имел никакого греха, при этом он жил во плоти, он был на 100% человеком, он имел все те же самые искушения, которые имеет любой человек. Но Библия четко говорит, он не имел греха. И он был соблазняем и искушаем, да, и дьявол его пытался искушать, когда он просто хотел, чтобы Иисус поклонился ему, чтобы Иисус, скажем так, проявил человеческую натуру, но он смог устоять, он смог пройти это испытание. При этом я вижу в нем много человека, особенно это было сильно видно в Гефсиманском саду, когда Иисус вопил к своему Отцу: если можно, пронеси эту чашу мимо меня. Я думаю, вот здесь очень сильно проявилась именно вот эта человеческая натура, 100%, которая в нем была, так же, как и божественная. И я уверен, что тот ужас, который он испытывал в этот момент, понимание, что тебе нужно умереть, понимание, через что тебе нужно пройти. Я не знаю, я пытаюсь себе это представить, но мне сложно это представить. Хотя, с другой стороны, когда ты думаешь, что кому-то из твоих любимых может угрожать опасность, например, твоим детям может угрожать опасность, или там человеку, которого ты любишь, родителям, твоему другу, близкому. Мне кажется, если ты действительно любишь, то здесь никаких сомнений, что ты скажешь: возьми меня, но только не причиняй вреда тому, кого я люблю. Мне нет сомнений, что любой из нас нормальный, адекватный человек, когда вопрос станет о том, что
кому-то из тех, кого он любит, угрожает опасность, он точно так же будет готов принести себя в жертву, чтобы только защитить тех, кого он любит, спасти тех, кого он любит. Я верю, что в каждом из нас есть эта частичка Бога, потому что мы созданы по Его образу и по Его подобию. И поэтому я просто хочу, чтобы мы все немножко задумались сейчас, в этот день, задумались о той жертве, которую Он принес, задумались о тех вещах, которые совершились после того, как Он принес эту жертву, о той завесе, которая разорвалась в храме, о том, что благодаря этой жертве мы получили прямой доступ к Отцу, что мы можем иметь прямое общение без посредников. Мы можем приносить нашу жертву, жертву хвалы, любую другую жертву, которую мы захотим принести, да, где-то там, может быть, финансовую или еще какую-то, неважно. Извините, что я смотрю в сторону, что камера здесь находится, а я смотрю на себя, чтобы понимать, что у меня в кадре. Поэтому я смотрю в центр экрана, из-за того, что камера слева, выглядит так, как будто я косоглазю. Простите, отвлекаюсь. У меня есть благодарность Богу, благодарность Иисусу за Его жертву. Я благодарю Тебя, любимый, благодарю Тебя, дорогой, драгоценный, за то, что Ты сделал. Благодарю за то, что Ты прошел через эти страдания. Благодарю за то, что Ты не пожалел своей крови, своей жизни, за то, что Ты пролил ее за нас. Благодарю за то, что благодаря этой жертве мы имеем возможность приходить к Отцу. Мы имеем возможность быть с Богом незаслуженно, по благодати. И единственное, что мне нужно сделать, чтобы эту жертву принять, это согласиться с тем, что Иисус Господь, что Он Бог моей жизни, отдать мое сердце, мою жизнь Ему и стараться не грешить, общаться с Ним, узнавать Его ближе, иметь личные отношения и через эти личные отношения приближаться к Нему, очищаться, освобождаться от всего ненужного. Становиться похожим на Него и нести в этот мир Его свет, Его любовь, своими поступками показывая, кто Он и кто мы, христиане, и почему мы, христиане, должны себя вести так. Спасибо тебе, Бог. Смотрите, как замечательно. Зайчик сидит и что-то там в травке кушает. Как прекрасно его творение. Я просто с момента, когда начал жить в Америке, и вот эти вот вещи, то, что здесь города, они максимально связаны с природой, то есть они постарались максимально сохранить вот этот коннект природы. И даже в центре большого города можно встретить и зайцев, и белок, и местами олени ходят, койоты выходят. Чуть-чуть, если в сторону отъехать, и какие-то чуть побольше леса между городами, там спокойно можно и мишку встретить, и горного льва. Это до сих пор, то есть я здесь живу уже почти 8 лет, но меня это до сих пор удивляет, до сих пор впечатляет. Я никак не могу привыкнуть к этому. Это просто так здорово. Вот такой вот сидит красавец, хрумкает. Все, испугался.
Хорошо. Очень красиво. Бог прекрасный дизайнер. Он просто чудесный творец, креатор, художник. Как это все здорово выглядит. Вот эти цветы, птички тут уже какие-то ягоды собирают, высохшие за зиму. Очень часто можно колибри здесь увидеть. Боже, какой запах от этих роз стоит. Обалдеть. Да. Прекрасно. Просто прекрасно. И березоньки стоят. Да, есть все. И это удивляет, если честно, меня до сих пор. Еще мне нравится в этих старых маленьких городках архитектура. То есть вот этот центр города. А вот стоит какой-то уже немножко модернизированный, но очень симпатичный старый домик, который пытаются сдать в аренду. Здесь кабинет у какого-то адвоката, я так понимаю, не очень дешевого. Соответственно, видимо, есть еще пространство, которое они также пытаются дать, чтобы этот дом содержать. Потому что содержать такие дома — это не самое дешевое удовольствие. Особенно если учитывать, что из этого дома вот такой вид открывается. А здесь, не знаю, как это во всех штатах или нет, но в нашем штате есть такой прикол, называется налог на вид. И владельцы домов, у которых дома выходят видом на залив или на горы, в общем, имеют какой-то такой scenic view, как это называется, они каждый год дополнительно еще платят $10 тысяч налога за вид. Так что, как бы, красиво жить не запретишь, но за это надо достаточно немало платить. И хочу немножко показать вам центральную улицу этого городка, так, чтобы было небольшое представление о том, как это выглядит. Здесь какой-то памятник стоит, монумент. Так, историческая точка. Да-да-да. Да, этот монумент с колоколом наверху. Ага. Вау. Получается, этот монумент поставлен в честь того, что здесь была построена первая протестантская церковь на севере от реки Коламбия в 1853 году преподобным Джоном Девор и его соработниками и друзьями. Вау. Вот этого я даже не знал. Я как бы этот монумент видел, но я не читал до этого. Оказывается, монумент посвящен первой церкви, которая была построена в этой местности. 1853. Вау, это ж еще немного и будет 200 лет. Здесь, видите, вот этот черный флаг под американским флагом. Это флаг племени, которое, скорее всего, владеет этой землей. Здесь немало таких мест, которые именно находятся на территории каких-то племен. И за счет этого именно местные жители, сами индейцы коренные, они
не облагаются их бизнесы налогами, они могут на своей земле делать все, что хотят, поэтому многие открывают казино, еще что-то. К сожалению, тоже определенные духи стоят за этими людьми, потому что когда ты видишь, как живут индейцы, ты понимаешь, что вот это их поклонение всяким духам, демонам, оно имеет свои последствия, потому что, ну, скажем так, люди живут очень-очень бедно, несмотря на то, что есть определенные возможности у них. И, к сожалению, именно индейцы, они как-то не очень легко идут на то, чтобы принять Иисуса в свою жизнь и менять свою жизнь. Все-таки традиции предков, кровь для них имеет очень большое значение. Здесь какая-то одна основная церковь. Это я с другой стороны, получается, от здания сейчас. Ну, по сути, вот этот вот квадрат, это есть как бы основной центр этого городка. Здесь какой-то у них, получается, риэлтор, какие-то вот кухни, ванны, маленькие вот эти бизнесы, магазинчики, здание почты. И все, и уже пошли жилые дома. Ну вот это здание, которое на церковь похоже, это здание культурного центра этого племени, которое здесь является основным. Вот такая здесь симпатичная атмосфера. И, конечно, в таких маленьких городках, если честно, сюда редко заходят бездомные, наркоманы. Бывает иногда, но по сравнению с более крупными городами их здесь практически нет. Ну и плюс местная полиция, она все-таки смотрит, что даже если какие-то такие товарищи появляются, то их быстренько отсюда выселяют, скажем так. То есть загружают машину, отвозят до ближайшего крупного такого города, простите, загаженного, хотел сказать засранного, но все равно сказал, извините. Вот, и уже оставляют там. Такая у нас миксованная прогулка, плюс мысли о Пасхе. Прекрасная погода, прекрасная природа. На самом деле очень-очень-очень люблю я вот такие дни. Да, это получается комьюнити-церковь местная. Вот, видите, у них будет пасхальный концерт. Уже был. И сегодня в 7 часов вечера у них еще что-то будет. Классно. Получается, через чуть больше часа будет концерт, посвященный Пасхе. Да, городок вообще классный. Очень симпатичный. Вот. Тут даже какие-то, вот не знаю, это сами квартиры, судя по названию, или это какой-то офис, где здесь можно квартиры в аренду брать в окружающих каких-то домах. Но, наверное, это все-таки... ну да, это сами квартиры и плюс офис в 13-й квартире. Вау, ну как-то не знаю. Такое очень своеобразное строение. Очень спокойно, очень так душевно, очень аккуратно. Мне очень нравится. Очень атмосферно. И, соответственно, вид на залив.
А здесь еще по этой улице, если мне память не изменяет, есть музей исторический. Но, скорее всего, он уже закрыт. Его держит просто пара пожилая. Я так понимаю, они сами собирали вот эти все экспонаты, какой-то антиквариат. И сами организовали этот музей, куда некоторые люди с удовольствием приходят, чтобы полюбоваться какими-то интересными старинными вещами. Я чувствую еще немного, и можно будет уже снимать жилетку и спокойно ходить в одной легкой кофте. Хотя, по сути, если бы я не у воды был и, соответственно, без вот этого ветра, то я бы уже жилетку не надевал. Вот такие вот квартирки здесь еще симпатичные. Здесь, получается, когда квартиры, которые люди имеют в своем владении, это называется кондоминиумы. А когда квартиры, которые люди арендуют, это апартаменты. Вот. Так, а вот музей. Вот это вот здание музея. Такое небольшое. Тут они, когда приезжают, у них здесь еще старинный автомобиль стоит. Форд. Такой очень старенький. Потом вот еще здесь такой старинный магазинчик. Ну как, это не магазинчик, это тоже часть музея. Там стоят какие-то старые повозки, какие-то старые грузовые автомобили. Причем, по-моему, даже какой-то экспонат там еще на пару стоит с паровым двигателем. К сожалению, сейчас зайти туда нельзя. Да, и вот такой вот вид. Прекрасный. А вот это белое здание, это Сити Холл. Ну, тут он Таун Холл, так как это не Сити, а Таун, маленький городок. Это своего рода мэрия. Вокруг нее бизнесы и жилые дома. Вот такой вот маленький симпатичный городок. Ага, а снизу, похоже, поезд идет. Судя по звуку. Но мы уже туда спускаться не пойдем. Жаль, что на этой камере сейчас, когда YouTube снимаешь прямой эфир, нельзя сильно увеличение сделать. Там вот мост. Вот этот мост когда-то очень давно, ну не этот мост, а который был до него. После строительства он почти сразу рухнул. Вы, наверное, видели в интернете эти кадры, как его раскачивало, там машины, как на нем шмотыляло. И вот они отстроили потом новый мост. И сейчас еще один более новый, более современный построили там же. Вот такой вот чудесный денек, такая чудесная прогулка небольшая. Спасибо, что присоединились ко мне во время этой прогулки. Если вам интересно просто вот так со мной погулять, присоединяйтесь. Как только соберется 1000 человек, я уже смогу реально выходить в прямой эфир, не так, как сейчас YouTube это дает с ограничениями. Я бы очень хотел, чтобы это был действительно прямой эфир, чтобы вы могли задавать какие-то вопросы. Может быть, я бы вам мог сразу на них отвечать. Но политика YouTube, каналы, у которых меньше 1000 подписчиков, могут делать прямой эфир, но я не могу его... То есть вы его не увидите до тех пор, пока у меня не появится 1000 подписчиков. После того, как я завершаю прямой эфир, YouTube проверяет мое видео на то, чтобы там не было чего-то, что противоречит их правилам.
И только после проверки они мне разрешают его опубликовать. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой. Давайте соберем 1000 подписчиков и будем иметь возможность с вами в прямом эфире общаться. Спасибо большое. До встречи. Обнимаю, благословляю. Пока-пока. Так, а теперь куда нажать? Непонятно. Угу. Сюда.